Привет, друзья! Привет, заводчане! В общем, довольно продолжительное время я работаю, сотрудничаю с такой платформой, как NewsCrypto. Собственно, что это такое, я сегодня расскажу. Я пробовал сделать видео, но там у нас жизнь немножко поменялась в связи, да, со специальной операцией. И как бы люди немножко меньше стали интересоваться криптовалютами и вообще всем, что с этим связано. На самом деле это вопрос, который можно долго спорить и рассуждать на эту тему, но в действительности это так и есть, да. И собственно, по количеству собранных ферм моими друзьями, кто занимается этим, да, до сих пор, и в каких-то других моментах это все видно. Ну, может быть, пост, конечно, всех пугает, не знаю. В общем, предвижу, что кто-то напишет по-любому, что это скам, хотя это новостная площадка вообще, и чем тут можно соскамиться, я не представляю. Ну да ладно. В общем, хотел я сделать, вообще, как это планировалось изначально тогда, 3 месяца назад, сделать какой-то обзорный такой видос. В целом можно, конечно, но обозревать сайт, тем более новостной сайт, ну, камон, кому это нужно, кому это интересно. Любой может сам зайти и посмотреть. Я думаю, вы видели, что под каждым видео, практически под каждым видео у меня есть ссылка на них. Так называется, новости, много интересного. Я попользовался всем этим делом, то есть такой вот видос-отзыв, да, и на протяжении вот 3 месяцев. И понял, что пользуюсь я, конечно, не полностью платформой, да, не полностью площадкой, но вот какими-то вещами использую практически ежедневно, да, когда на то есть время и возможность. Снимал я видос и рассказывал про вот эту вот вкладку, собственно, школа. Что это такое вообще? Тут, скорее всего, вот это нужно для начинающих майнеров, для начинающих, так сказать, криптовалютчиков по одной простой причине. Здесь, грубо говоря, какие-то основы терминов криптовалютных, да, там, что такое блокчейн, что такое DeFi. Кстати, я вот почитал, признаюсь честно, освежил память, так сказать, и понял, что в действительности это прикольно, но, скажем так, вот и занимаясь криптой 5 лет плотно, да, естественно, я это уже и сам все знаю, но вот для новичков, для того, чтобы не писать глупые вопросы на всяких форумах и группах Telegram, наверное, порекомендовал бы, потому что, ну, зайди один раз, прочитай, и так, наверное, будет проще, когда ты информацию соберешь, прочитаешь ее внимательно и уже будешь, и как бы будешь уже понимать, о чем ты говоришь, и не мучить других людей. Особенно мы знаем, что есть довольно нервные представители криптосообщества. Ну да ладно, собственно, по школе, по этой академии я рассказывал, и, честно сказать, это не вот прям 100%, чем я пользуюсь. Нравится мне здесь, как вы знаете, я много новостных видосов делаю, и как раз-таки раздел с новостями. Находится он во вкладке «Основной», и если сюда перейти, мы с вами увидим, что какие-то криптовалютные новости здесь постятся. Естественно, это все можно открыть, почитать. И вот тут, забегая вперед, сразу скажу про минус. Пока площадка эта выходит на, так сказать, СНГ и РУ сегмент, и довольно не все переведено. То есть это стоит понимать. В принципе, для меня это никакая не проблема. Возможно, пользоваться встроенным там переводчиком от Гугла, или, может быть, кто-то так, может быть, читает. В целом, эти новости, как правило, какие-то отсюда я перевожу и делаю репосты у себя в Telegram, и поэтому пользуюсь практически ежедневно этой вкладкой. Что еще интересно? Есть рынки, собственно, здесь у нас все по всем криптовалютам, и, собственно, курсы, и капитализации, и можно там почитать графики, посмотреть. То есть для того, чтобы следить за криптовалютой, можно как бы вот в одном место все заходить и все здесь видеть. Есть также предсказания. Вот честно, я как бы говорил уже о том, что не особо являюсь трейдером, только в последнее время там начал приторговывать немножко, а так как бы не особо этим интересовался. Ну, знаю, что есть много людей, которые любят там посмотреть графики, почертить линии, на основании этого там сделать какие-то прогнозы, ну, или для себя там, да, понять, куда пойдет крипта, похолдить ее немножко, либо наоборот там зафиксироваться. Здесь это все представлено вот такими вот моментами, да, то есть какие-то люди, трейдеры делают предсказания, в принципе, вы можете их почитать и, собственно, понять, к чему это все происходит. Их, кстати, мотивирует платформа, и если человек, допустим, делает много правильных предсказаний, он потом там призовой фонд разыгрывает, поэтому здесь, так сказать, активисты криптовалютные пишут свои мысли по поводу движения курсов. Этим я пользуюсь, скажем, прямо иногда. Ну, опять же, связано с тем, что не такой уж я и трейдер, вообще торговать только вот недавно начал там.
но посматриваю в эту сторону. Ну и много-много остальных интересных вкладок, которыми я не особо-то и пользуюсь. В общем, что хочу сказать, почему считаю это прикольной задумкой, прикольной идеей. Довольно просто все. Все информация о мире криптовалют, включая рынки, прогнозы трейдеров, новости какие-то криптовалютные, собрана в одном месте. То есть тебе не надо там открывать десяток вкладок для того, чтобы там почитать одно, здесь почитать другое, тут посмотреть курсы, плюс еще не вся криптовалюта торгуется на твоей любимой бирже, надо заходить на другую биржу, короче, там смотреть. Здесь это все как бы удобно. Единственное, хотелось бы, чтобы уже быстрее был как-то адаптация под ру-сегмент, да, с переводом нормальным, и, ну, чтобы чтобы ру-говорящим пользователям было проще этим пользоваться. Некоторые люди, я знаю просто таких в реале, как видят непереведенный сайт на английском, они там сразу теряются и типа, не, камон, я этим пользоваться не буду. У меня есть Кен, который там одной из, будем так говорить, бирж, которыми я пользуюсь, он ее вообще не воспринимает тупо потому, что там нет русского языка. Вообще, типа, вот самый топ это ёбит. Ну, грубо говоря. Ладно, это не так интересно и важно. То еще стоит отметить. Естественно, как и у всех уважающих себя платформ, есть свой токен. И вот тут я ничего не хочу сказать. Почему? Потому что в последнее время это стало популярно. То есть типа must have. Если ты запустил какую-то площадку криптовалютную, обязательно запусти там свой токен. Может быть, это, конечно, прикольно и правильно монетизировать свой контент, создал токен, там понятно, что все хотят кушать и кушать хотят хорошо, но вот как-то так. Инвестировать, не инвестировать в разные площадки, ну, тут точно не могу вам ничего советовать. Я, если честно, очень долго ходил и смотрел на один там биржевой токен, да, и вот все не решался инвестироваться, а потом как-то в один момент решился и до сих пор остался доволен в целом. Поэтому, ребят, вот такая вот площадка абсолютно нужная для того, чтобы быть в курсе, да, всего, что происходит в мире крипты. В целом, конечно, хотелось бы, чтобы быстрее пошла адаптация, да, как я говорил, под РУ и СНГ там сегмент, потому что хочется, было бы удобней. Но, понятное дело, не все делается сразу. Вообще, изначально они не планировали, насколько я знаю, в наш регион заходить, но вот потом расширяться-то нужно, расширять свой рынок, и, собственно, захотели. Ссылку я, конечно же, по традиции оставляю в описании. В общем, читайте новости, потому что, да, я хоть и делаю репосты, перепосты в Телеграм, но вот сейчас у меня намечается там 4-дневный отпуск, такой просто, не это, так сказать, не совсем запланированный, но весьма, весьма и нужный. И, собственно, не все новости я буду писать, вы можете всегда их почитать сами. Ну или создадите свой телеграм-канал с новостями. В принципе, почему и нет. Ну а вообще, за 5 лет в крипте хочу сказать, что чтение новостей, чтение графиков, вообще того, что происходит с криптой, с криптовалютным рынком, это прямо вот как на работу ходить. Это обязанность каждый день. Не почитал там, не уделил внимания там неделю, вот допустим, как и летом я ездил в отпуск и неделю практически без связи был, теряешь вообще все, что происходит. Потом ты просто очень сложно наверстать упущенное, потому что там и новости какие-то происходили, и движения какие-то происходили, а ты как бы такой типа выпал, и не все всегда видишь там. Я вот, допустим, пропустил одно из обновлений эфира, потому что не дочитал. А как бы стоило вообще-то быть в курсе и видосик, наверное, снять. Ну вот, был отпуск. Ссылка, ребят, в описании. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Пока-пока.